Привет, дорогие девочки! Наконец-то я написала сценарий и выпускаю видео о том, как я похудела уже на 13 килограмм. И о том, что сбросить вес и начать новую интересную жизнь можно в любом возрасте. Здесь будет сплошной видеоряд, в котором будет у меня... Я снимала фотографии, как я с молодости, какая была, как я поправлялась, как я худела. В 30 лет я похудела снова, но об этом я буду потихоньку вам рассказывать. В общем, все постепенно, и там будет просто сплошным, что я кушала какое-то время, как я занималась и как я пришла к такому весу, какой сейчас у меня есть. Но я должна сказать, что вот все, что я вам рассказываю, это было до теперешнего дня. Сейчас на данный момент я соблюдаю совсем уже другую диету, но это уже все более сложное. И об этом нужно сначала настроиться на то, что я вам расскажу, и только потом уже это следующим этапом можно уже дальше двигаться. Ну, а сейчас начнем. Давайте начнем с самого начала, с моего детства. Я никогда не была полненькой. Ела всегда сколько хотела, и сладкое было для меня всегда приоритетом. Могла есть в любое время и в любом количестве. Мой вес всегда был приблизительно 50-52 килограмма. Я помню, что до замужества я могла спокойно на обед съедать тарелку супа с хлебом, пюре с окорочком целым, буквально, знаете, вот окорочок, вот четвертина, и салат с огурцами и помидорами, и все это заправленное майонезиком или сметанкой. Все это влезало и никуда притом не откладывалось. После того, как я родила, это в 22 года, первого сына, я могу сказать, что за беременность я прибавила всего 6 килограмм, не более. То есть я встала на учет, была 52 килограмма, рожать я пошла 58 килограмм. Вот. И после родов мой вес был вообще 49 килограмм. Там вот была фотография, где я стою в синем длинном платье, это вот как раз после родов 49 килограмм. Затем он стабилизировался и был 52 килограмма. Это для меня был постоянный вес в течение всей моей молодости. В среднем вот так я весила. Затем, когда моему старшему сыну было приблизительно 8 месяцев, я начала прибавлять в весе. И при этом рацион я вообще не меняла. Но вес все потихоньку увеличился. В конце концов я стала весить там 62, 65, потом 69, 70 килограмм. В моей жизни это особо ничего не поменяло. Мы с мужем хорошо жили, я имею в виду именно в отношениях, и были влюблены друг в друга. И поэтому меня все устраивало, его тоже, вообще все было замечательно. И еще, сколько бы я ни весила, я не выглядела на этот вес, всегда чуть меньше. Не знаю, от чего это зависит, но бывает, у нас даже поступает пациент, ты на него смотришь и думаешь, килограмм 80, а он на самом деле килограмм 98 весит. Вот так и для меня, я выглядела где-то килограмм на 65. В 27 лет я родила второго сына, и моя прибавка за беременность в этот раз была уже 8 килограмм. То есть к 65 килограммам, почему эта цифра, я еще похудела из-за токсикоза. Я пошла рожать где-то 73 килограмма. Животик у меня всегда был маленький, дети рождались 3400 где-то, и младший сын где-то 3600, по-моему, вот так вот. И у меня поэтому нету ни растяжек, ничего, на груди только немного. Живот у меня очень сильно сокращалась матка после родов, и живот у меня буквально за несколько дней приходил полностью в норму. Это были сильнейшие боли, но при этом из роддома я уходила уже полностью без живота. То есть, как будто бы вообще не рожала. В дальнейшем мой вес был где-то 68, 70, бывало максимально 72 килограмма. Бывало даже доходило до 73. И где-то в 30 лет на свой юбилей я смотрела фотографии, я что-то искала, так и не нашла фотографии с моего юбилея, так бы я вам обязательно показала. И я смотрела на эти фотографии после праздника и поняла, что так больше не хочу, что надо что-то менять. На тот момент я еще
могла выпить. Я крепкие напитки никогда не пила, только вот вино, там шампанское, что-то такое. Ликер мне очень нравился, Бейлис, в свое время. Вот, и я сразу, у меня получилось, что еще я и курила, должна признаться. Вот, и это я курила где-то с 20 лет до 30 в перерывы на беременность. Вот, и я села на диету, вернее, даже не так. Я прочитала книгу, она мне случайно попалась, называется «Система минус 60» Екатерины Миримановой. Я вам всем советую почитать, потому что настолько легко она читается, очень интересно. И вот именно на этой системе-то я и худела и в прошлый раз, и в этот раз. Но я вам сейчас все кратко-то расскажу. Значит, я прочитала, я еще такой человек очень увлекающий, то есть если мне что-то заинтересовало, я прям увлекаюсь и могу действовать ни шаг, ни влево, все вот прям точно по прямой. Я начала потихоньку худеть. За первый месяц, а я строго вообще придерживалась правильной системы вот этих, правил вот всех, я сбросила сразу 4 килограмма, то есть получается где-то по килограмму за неделю. Затем в течение полугода я и остальные килограммы сбросила, и через полгода я весила 60 килограмм. Так, и еще, получается, в это время у меня произошло много изменений. Я одномоментно прям с диетой бросила курить. Прям вот решила, что все, я завтрашнего дня не курю. Еще я прочитала, очень меня поддержала книга Алина Кара «Легкий способ бросить курить». Я посмотрела на эту проблему с другой стороны. И просто вот решила, что завтра не курю. И все, и завтра я уже не курила. И получается, после 30 лет, это сейчас мне 48, вот 18 лет я уже не курю. Дальше. Но у меня еще появилась непереносимость алкоголя. У меня сосудистые реакции очень сильные, и поэтому в 30 лет на юбилей, наверное, может быть, еще там пару раз я винца попыталась выпить, но у меня была такая реакция, что все, я поняла, что больше я пить не могу, поэтому с 30 я еще и не употребляю спиртное. Но поверьте, я ничего не потеряла, у меня есть куча других вкусностей, я очень обожаю кофе со всякими добавками, вкусненькое такое, поэтому меня нисколько не беспокоит отсутствие спиртного. Значит, и, соответственно, я всем желаю бросить курить, потому что от этого очень меняется сама жизнь, потому что ты перестаешь быть зависимым, ну и плюс все-таки и кожа, и состояние тела, легких, все тоже меняется. Ну ладно, мы не об этом. Далее. Так, в общем, я бросила курить, пить и похудела до 60 килограмм. Здесь у меня еще я поменяла место работы, я ушла из обычной муниципальной больницы в частную клинику, у меня начались проблемы с мужем, и в какой-то момент, я не буду рассказывать, в чем смысл был, но я собралась и с детьми ушла к маме, и мы развелись. А так как еще это было все-таки морально тяжело, то я вообще весила 57 килограмм, то есть еще похудела. Но затем у меня вес вернулся к 60 килограмм, и так было на протяжении, наверное, 4 лет. То есть я спокойно уже не всегда придерживалась прямо этой системы, но я привыкла так питаться. И, в принципе, меня все устраивало, но все равно по вечерам я могла себе позволить и тортики, и пироженки, мороженки, ну, в общем, все, что хотела. Но потом мы с мужем решили еще раз попробовать, вдруг мы в чем-то там ошиблись, и я тогда начала принимать таблетки противозачаточные. И у меня после них резко стал увеличиваться вес, и опять я шел, и потихоньку обратно вернулся к 70 килограммам. При этом с мужем мы вместе так и не остались, и я так поняла, что все-таки, раз тогда было решение развестись, то оно не зря было все-таки, но хотя бы мы удостоверились, что действительно это было правильное решение. И вот в 70 килограмм я жила до недавнего времени, то есть до 46 лет. По спорту. Ничем особо я не занималась. Периодически могла делать какую-то зарядку, но более регулярно я занималась вот при похудении, когда мне было 30 лет.
А затем после 40 лет только из-за спины. И вот я, как уже рассказывала, если вы захотите, посмотрите про спину, как немного помочь себе, если у кого-то беспокоит боли в спине, то я сначала занималась нерегулярно, и только, наверное, последние сколько-то, вот последние лет, года 3-4, я вот постоянно занимаюсь, зарядку делаю, и сейчас я вот еще хожу и в бассейн. Весной 23 года ко мне опять пришло какое-то озарение, и я решила опять взять себя в руки, что смотрю на себя, одежду покупать даже неохота какую-то, все равно вот эта тяжесть, ты чувствуешь вес, что он для тебя, пусть ты не такой уж прям сильно полный, но это вес давит. И внешность, вот это дутловатое лицо, как бы я себе не нравилась, скажем так. И я решила опять за себя взяться и решила, что раз мне очень подошла тогда система вот эта, то снова на нее и сесть. Но до этого я пробовала всякое другое, много разного чего там, и белки с жирами, жиры с белками, в общем, раздельное питание, много всего-всего, и поняла, что для меня проще и физически, и морально именно питаться по этой системе. И я при раздельном питании, я отказывалась от сладкого, хватало меня на неделю, не ела после 6 часов, тоже хватало ненадолго. Улучшения у меня были незначительные, бывало я там 70-69 килограмм, но все, ниже никогда не спускался у меня вес. И пока я не подумала и не решила, что все, и настроилась. Настрой. Мне кажется, что это главное. Это договор с самим собой. Просто договаривайтесь, обсуждайте это в своей голове, думайте, что случится, как все будет, как изменится, как улучшится ваш внешний вид, как ваши возможности новых покупок, здоровье прежде всего, личная жизнь и беременность. Я работала в гинекологии, могу сказать, что при похудении девчонки легче беременели даже. Но не об этом речь, девчонки. Просто когда ты настраиваешься на новую жизнь, она у тебя наступает, и ты двигаешься не спеша. Самое главное, не спеша. Вот тут настрой и неспешность. Не торопитесь никуда. Вам не надо скидывать за месяц 10-20 килограмм. Нет, так не должно быть. Должно быть все постепенно. Не больше, поначалу это не больше килограмма в неделю. Потом он потихоньку медленнее будет снижаться вес. Но это не важно. Главное начало. Вы начинаете, привыкаете, двигаетесь, но чтобы вот даже начать, нужно договориться. Прям договоритесь с собой, что вы будете именно так. И когда ты решаешь это, то потом уже ты не можешь сдвинуться, как будто бы ты действительно принял для себя решение и идешь вперед. Похудение должно быть медленным, очень. Чем выше вес, тем дайте себе больше времени. То есть, если вам надо скинуть 20 килограмм, дайте себе пару лет. Не надо думать, что за год все 20 килограмм. Потому что нужно же не забывать, что с весом кожа, она должна успевать подтягиваться за вами. Я скинула вес в 12 килограмм, а даже сейчас уже 13, приблизительно за 1,5 года где-то уже. При этом я не отказывала себе ни в чем, просто ела в определенное время, но об этом дальше. Знаете, приятно смотреть на себя в зеркало, хотя я еще не достигла своей цели, это точно, девочки, цель у меня намного круче, но при этом я понимаю, что сейчас я уже могу надеть практически любую одежду. Здоровье. При моей больной спине это тоже огромный плюс. Легче заниматься, легче жить, легче ходить. В общем, девчонки, вы можете договариваться с собой неделю, 2, месяц. Главное прийти к положительному результату и не сдвигаться с намеченного пути. Я, чтобы пойти в бассейн, месяц себя уговаривала, но сейчас мне стыдно перед собой, если вдруг не пойду. Оно как в голове начинает, знаете, копошиться, что надо идти, ты ведь решила, ты сама взялась за это, в общем, и поэтому, как только вы договоритесь с собой, легче становится. И вот после того, как вы с собой договорились, потихоньку начинайте. Оба раза я худела, как и сказала, по системе минус 60. Почитайте. Если не хотите читать, я вам сейчас кратко расскажу, в чем смысл.
Значит, в чем состоит это? Это не самое здоровое похудение, я вам могу сказать, но, девочки, это отличное начало. Самое главное начать, если у вас уже будет снижаться вес, то это уже огромный плюс. Неважно, что это прям здоровое питание или еще что-то. Вы потом можете, после того, как вес снижается, уже немного регулировать свое питание. Но для начала я считаю, что это вообще оптимально. Раньше я вот по этой системе. Сейчас я соблюдаю низкохолестериновую диету, и она у меня намного сложнее. Я обязательно с вами поделюсь, но уже в следующих видео, после того, как я вам вот это выложу, на котором все-таки я похудела. Потом смогу наконец-то выпускать влоги про мою повседневную жизнь, чем я питаюсь и как я живу. Итак, начнем. Первое. Первый завтрак, он у вас в любое время. Но, как вы знаете, оно должно быть не позже, чем через 2 часа после сна ночного. Имейте в виду, что у вас в 12 будет следующий прием пищи, поэтому я вам по себе расскажу. В 9 утра приблизительно на работе или дома я завтракала и кушала я что хотела. В 12 часов у вас еще один прием, в который вы можете покушать что хотите. Допустим, если вы хотите скушать тортик, мороженку, пироженку, или, допустим, зимний салат, или что-то приправленное майонезом. Вы все это кушаете либо в 9 утра, либо в 12 дня. После 12 дня вы ничего такого уже кушать не можете. Следующий прием у вас пищи в 3 часа дня. В 3 часа вы можете хоть супу поесть, вы можете съесть второе, типа хоть котлету с гречкой, с крупой, с овощами, салат. Вы все это можете, но оно не должно у вас быть ничем приправлено, никаких соусов, ни сметаны, ни майонеза, ни растительного масла. Ничего, то есть если овощи, то получается они тоже не приправлены маслом, а просто, обычные, сидите, грызете, как говорится. То есть, допустим, вы налили себе супчика, положили котлетку с гречкой и похрустели огурчиком. И следующий прием пищи – это в 6 часов вечера. Но тут, девочки, можно как? Плюс-минус. Можете, допустим, не в час дня, а в 2 часа дня, не в 6 вечера, а в 7 часов вечера, но не позже уже. Значит, вот вечерний прием у вас по типу раздельного питания. То есть вы можете съесть кусок мяса, либо кусок рыбы уже с салатиком. Здесь можно добавить 1 чайную ложку какого-то масла. То есть получается, здесь у вас не будет ни круп, ничего, а именно мясо, рыба, то есть белок и нейтральная пища в виде салата. Это может быть квашеная капуста с чайной ложечкой масла или, допустим, любые овощи свежие, не тушеные. Вот, и все, вот это и все ваше питание. Насчет фруктов. До 12 часов можно любые фрукты. После 12 можно только зеленое яблоко, и в принципе все. Все фрукты до 12 только, потому что тут тоже содержится фруктоза. И вот увидите, и, конечно, чай, кофе, если что-то с сахаром, тоже до 12, после 12 все пустое. Что кофе, что чай, ни сливки, ни молоко, ничего вы уже не добавляете. То есть все вот это вкуснятина идет до 12 дня. И поверьте мне, вы не заметите, как у вас за месяц начнут таять килограммы. Я вообще сама удивлялась, насколько это действенный способ. Но еще я должна сказать, что я при этом делаю еще зарядку, где каждый день, где через день, как получалось. Зарядку любую, девочки, главное двигаться. Скрабом пользовалась, то есть я каждый вечер залазила в душ, и скраб лучше всего кофейный. Просто перемолотый кофе. Я покупала уже готовый, типа Якобса, там чего-то такого, молотый кофе, намыливала себя сначала гелем для душа, потом добавляла уже на руку, мочила руку и обмакивала ее вот в этот скраб кофейный и размазывала по бедрам, изнутри, снаружи, животу, бока, руки и, как всегда, мы знаем по каким линиям, то есть снизу вверх. Если с руки, то пальцы и кверху к плечам, ноги, значит, с пальцев ног и кверху к бедрам.
Вот и таким образом у меня и кожа, но потом увлажняющий крем, либо антицеллюлитный крем, лифтинг-крем, без разницы. И вот в 30 лет у меня кожа подтянулась полностью, у меня никаких ни растяжек, у меня не обвисла кожа, вообще ничего. То есть чем моложе ты, тем легче у тебя подтянется кожа. Это я вот 100% говорю, потому что когда уже худеешь позже, то уже по-другому. Но, тем не менее, даже вот если сказать, что я начала худеть в 46 лет, да, второй раз, при этом все равно это все медленнее происходит, но если делать зарядку, я делаю обертывание, я скрабируюсь, увлажняю кожу и лифтингом, и антицеллюлитными, и чем только не делаю, но я не занимаюсь тяжелыми весами и не хожу в спортзал. Потому что мне это не нравится, а мне нравится заниматься дома в то время, которое у меня есть. Вот. И все равно кожа подтягивается и становится лучше, потому что все делается не спеша. Я дала время своему организму потихоньку за мной двигаться. То есть снижение веса такое низкое, что кожа успевает подтягиваться за счет того, что ты ее еще и всяко-разно организовываешь, скажем так. Продолжим дальше. По поводу питания я вам рассказала. Нужно рассказать дальше. Вот смотрите, когда у меня вес уже снизился где-то килограмм до 61, вот так приблизительно 62, то я уже на работе, у нас бывало приносили вкусные тортики, и вообще я уже как бы перестала именно кушать так. Я вам сейчас скажу, когда вес у меня уже снизился, то мне было вкусно. Завтрак у меня состоял из ржаного хлеба, и сверху я его намазывала пастой тунцом. Икра красная у меня, я покупала в баночках. Если кто-то видел, это было все недорого, и поэтому комфортно. И для меня это был такой вкуснейший завтрак. А если еще 2 яйца пожарить, это вообще супер-пупер. В общем, завтрак у меня состоял обычно 2 яйца и 3-4 бутика вот таких вот. Обед. Я не люблю, если честно, я вообще не люблю какие-либо гарниры. И на обед я кушала кусок мяса и зелень. Обычно это у меня такой был, что обед и ужин практически одинаковые. То есть я съедала мясо и какую-то траву, либо какой-то овощ. В общем, так вот. Но здесь я уже особо не настолько сильно соблюдала. Если вдруг нас чем-то вкусненьким угощали вечером, или там нам подарили пиццу, допустим, и, конечно, и хоть 6 часов вечера, хоть 7, я могла съесть кусочек пиццы. То есть уже у меня не было такого прям категоричности, скажем так. Но я могу сказать, что я тут сдала как раз анализы, мы проходим медосмотр каждый год, и у меня в биохимическом анализе был повышен холестерин. И поэтому я перешла на другую низкохолестериновую диету. На ней худеется быстрее, намного. Но я вам не рекомендую, потому что тут слишком много ограничений. Начать прям советую как я вам говорила, до 12, а остальное идет ограничение. Просто вы всегда будете знать, что хорошо, в 3 часа дня вам подарили тортик. Вы взяли этот кусочек и отложили. Я так и делала. Я на протяжении полугода, когда в 30 лет худела, и так и делала. Я этот кусочек торта убирала в холодильник, а утром его съедала до 12. И так же самое беляши, пострепушки, пицца. Я просто все ела утром. И вы знаете, это нисколько мне не влияло на вес, и я только худела и худела потихонечку. По поводу спорта. Значит, я занимаюсь только дома, у меня своя программа для спины, но она еще и подтягивает тело, потому что там и ноги задействованы, и пресс, и все остальное. Вы можете начинать любую физическую деятельность. Я вам говорю как человек, который работает в медицине. Я же вижу, когда у нас пациенты приходят на ПРЖ, продольную резекцию желудка, их вес, это когда девушка ложится на кровать, когда она с этой кровати встать не может, потому что вес очень высокий. Многие идут на операцию, и я ничего по этому поводу сказать не могу. Я считаю, каждый человек пытается снизить вес так, как он может. И для начала я понимаю, что это движение, это все тяжело. Это одышки, это тахикардия. Но можно же начать с небольших прогулок. То есть сначала вы прошли столько, потом увеличили столько, и потихонечку увеличиваете метражи. Я вам могу точно сказать, что когда я
начинала делать свою зарядку, я иногда некоторые движения, просто махи ногами, я могла только каждой ногой сделать не больше 5. То есть поднять свой таз я могла делать там, 10-20 раз от силы. То есть сейчас я делаю 350, 400 раз я могу сделать. Но махи ногами нет, конечно, больше, чем, допустим, 150 раз, наверное, это максимум. 200 это у меня все, ноги отвалятся. Но при этом, девчоночки, все нужно потихоньку, постепенно. Я говорю, что некоторые упражнения 5 раз только могла, сейчас 150 раз могу. Это тоже не на ровном месте, это все, ты двигаешься вперед, каждым разом увеличиваешь по чуть-чуть, не спеша. То есть сегодня ты сделал 5 раз, ну попробуй в следующий раз сделать 6 раз и потихоньку. У тебя так много времени впереди, которое ты можешь посвятить себе и движению вперед. И поэтому ничего страшного, если у вас это движение будет медленным. Пусть оно будет медленным, но качественным и постоянным. Еще по поводу хочу сказать того, что я знаю, что мы все с семьями живем. У меня у самой, я живу с мамой, у меня 2 сына. И каждый норовит в этот момент, когда ты хочешь заняться спортом, чем-то с тобой поделиться, что-то рассказать и так далее. Я буквально недолго приучала всю свою семью, что как только у нас в квартире включается музыка в моей комнате, это значит, что мама сейчас будет делать зарядку. А для меня, я не слушаю музыку в обычное время, потому что мне некогда просто. То есть я работаю почти всегда через сутки, поэтому видео я так мало выпускаю, хочется так много всегда сказать и показать, но я просто не успеваю. Вот. И при этом, что если я на кухне готовлю кушать, то я включаю что-то на ютубе, смотрю какие-то полезные ролики, так девчонок посматриваю. И заняться вот именно спортом и послушать музыку, это для меня одно и то же. То есть вот сейчас я включаю обычно колонку свою на всю громкость, чтобы весь дом слышал, что я делаю зарядку. И для меня это прям время мое. Никто не заходит, оно для меня медитативное какое-то. То есть я занимаюсь с удовольствием. Я создала плейлист, который мне нравится. Именно эта музыка, она мне не напрягает эти упражнения, потому что я слушаю музыку. А упражнения к музыке идут. И получается, что ты просто... для тебя это не как каторга заняться спортом и что-то делать, а как удовольствие. И поэтому тоже я по первости вообще зажигала свечи, включала ночники. Но сейчас я уже свечи не зажигаю, просто врубаю музыку, ночник включила и погнали. Занимает это у меня бывает час, даже бывает чуть больше. Все зависит от того, насколько сегодня у меня расположены звезды, что хочу ли я сделать 100 раз сегодня или 150 раз. То есть от этого и зависит длина, количество времени, затраченное мной на зарядку. Самое главное начать. И потихоньку семья привыкнет, что как только вы включили музыку или вы закрыли дверь, поговорите со всеми, скажите, что вы хотите заняться спортом, что вам нужно побыть одной. Я думаю, что все пойдут вам навстречу. Бывает тогда, когда дети маленькие или еще что-то. Но вот в такое время тогда нужно выбирать. Я понимаю, что когда ребенок спит, ты стараешься быстрее то сделать, другое, поесть приготовить и так далее. Но тут тоже как бы уже ты думаешь, тогда ждешь, мужа покормила с работы, попросила побыть с ребенком, он тоже должен принимать участие. Поэтому пусть он часик посидит с ребенком, побугукается, а ты в это время займись немножко с собой. Позанимайся, сходи в душ, поскрабируйся. Ну, то есть у меня тоже было 2 детей маленьких, и я вообще без мужа. У меня младшему сыну было 5 лет, когда я ушла. То есть я одна воспитывала их. Да, бабушка иногда помогала, но она у меня тоже работала. И поэтому я знаю, что я всю жизнь работала. То есть у меня было сыну 4 месяца, когда я вышла на работу. И днями, и ночами, и сутками, и всяко разно работала. И я знаю, как это тяжело тянуть и детей, и надо ухаживать за мужем, и заниматься еще собой. Но если ты хочешь, я думаю, что время всегда найдется. И поэтому вот так я приучила всех, как только включается музыка, все знают, мама занимается, значит, к ней заходить нельзя. И поэтому все это время я спокойно занимаюсь, никто меня не беспокоит.
есть возможность ходить в спортзал, и вам нравятся тренировки групповые, то это тоже очень отлично. Правда, у меня так мало времени быть дома, что если я в бассейн хожу только после того, как с работы еду, потому что мне не по пути, то есть я специально заезжаю в бассейн и потом еду домой. Специально поехать днем или как-то еще снова в спортзал куда-то, а я и так дома не успеваю просто побыть, то нет, я вообще не согласна с этим, и для меня это тяжело. Находиться с кем-то в одном спортзале, много народу и все вот это прочее. И тем более тяжелый вес, я же занималась, какое-то время с тренером ходила, но мы сделали только хуже, у меня сильно болела спина после этого, и поэтому я поняла, что вот эти тренажеры и силовые тренировки, ну, по крайней мере, не на данный момент точно. Но если вам нравятся групповые занятия, пилатес, там, йога, или вам, наоборот, силовые тренировки, я могу точно сказать, что на силовых, мне кажется, даже результат будет выше, но для меня вот комфортно просто дома заниматься. Я считаю, что я никуда не торопилась, спокойно приводила себя в порядок, и поэтому у меня не было отникиваний каких-то, что сегодня холодно, дождь идет, снег идет, там еще что-то произошло, какая-то катаклизма, неохота, жарко тебе, холодно ли тебе. То есть ты дома просто зашел в другую комнату, кто-то может на кухне, без разницы, постелить коврик, можно хоть где, и спокойно занимаешься. Только нужна тебе музыка, больше ничего. Поэтому, тут все индивидуально. Кто как хочет, так и занимает. Сейчас я на данный момент что делаю? Обычно я делаю зарядку, после этого я делаю обертывание. Я обязательно в будущем поделюсь с вами в следующих роликах, чем я пользуюсь при обертывании. Довольно неплохие средства. И после этого я иду обычно в душ, все это смываю, скрабом еще пользуюсь, и сверху пользуюсь либо лифтинговым кремом, либо антицеллюлитным кремом. Еще у меня есть масла антицеллюлитные, чередую, в общем, то, то другое, то третье. И подведу ко всему, девочки, итог. Похудеть можно в любом возрасте. Здесь важно ваше желание изменить свою жизнь, изменить себя. Мне кажется, что когда ты чем-то увлечен, то это и поддержит твоя семья, и если, конечно, это не люди, которые против вас, и вы сами будете себя чувствовать по-другому, как будто бы жизнь станет интереснее, приятнее, это же что-то новое заделье, новое что-то такое увлечение, скажем. И вот эти шаги, сегодня, вот вы видели у меня по видео, там вес такой был, я снимала, потом такой вес, потом такой, 59 килограмм у меня не было, я даже вам не могу сколько сказать лет, это вот где-то в 34, наверное, последний раз был у меня такой вес. И сейчас, конечно, я прям довольна, я и чувствую себя комфортно. И не знаю, я прям советую всем, попробовать, начать. Самое главное, ведь двигаться вперед. Жить и интереснее становится, когда мы любим себя не только такими, какими мы есть, но и измененными. Когда глаза горят и появляется интерес к жизни. Потому что, когда тают килограммы, жизнь становится легче. Легче имеется в виду в килограммах, но и не только. Желаю всем хороших разговоров с самим собой, приятных разговоров с самим собой, чтобы договариваться с самим собой. И как только вы с собой договоритесь, это уже 50% вашего успеха. И, девчоночки, я верю, что у вас все получится. Давайте вместе двигаться, я ведь никогда не против. Пишите, я буду с удовольствием вас поддерживать. У меня ведь есть Телеграм, там мне тоже пишут, я могу ответить, я пытаюсь там быть на связи, поэтому без проблем пишите, чем могу, тем поддержу. И спасибо вам огромное за просмотр. Наконец-то я родила этот ролик, который давно хотела родить. Надеюсь, что у вас все получится, и нас, счастливых, похудевших, станет еще намного-много человек больше. А так я желаю всем счастья, здоровья, любви, чтобы вас любили, вас ценили, чтобы, если у вас есть детки, они вас не огорчали, чтобы они все были здоровые. И самое главное, чтобы мы все были здоровыми. Поэтому всего хорошего, до встречи, люблю вас.